лебеди и озеро. Красивая картина. И мелодия воспроизводится сама собой. Но говорить я буду не о Чайковском, так как эти места связаны с другим великим человеком. И имя его Уильям Шекспир. И это значит, что вас ждет очередное путешествие. Со мной Люкрецией Кейс. Соборная церковь Святой Троицы является самым старым зданием и самым посещаемым местом в Старфорде на Эйвоне, в графстве Уоркшир в Англии. Храм украшен резьбой с изображениями на мирскую, мифологическую и религиозную тематику. Церковь построили в 1210 году на месте бывшего саксонского монастыря. В XIV веке Джон де Старфорди основал Чантри, который был перестроен между 1465 и 1491 годами Дином Томасом Балшал, который похоронен в церкви. Многие предметы, находящиеся здесь, являются памятниками дореформационной эпохи. Витражные окна расписаны изображениями святых. А главной достопримечательностью для туристов является могила одного из величайших драматургов в истории и самого известного автора английской литературы. В сохранившейся приходской книге указано имя Шекспира, крещенного и похороненного здесь. В данное время книга находится в Шекспировском фонде. Церковь поддерживается на средства пожертвований посетителей. Проводятся богослужения, крестины, свадебные церемонии. Церковь функционирует в полном объеме на данный период. Так как Свято-Троицкая церковь открыта для публики, поэтому любой может зайти и посетить могилу Шекспира. В биографии Уильяма Шекспира много тайн и загадок. Не сохранилась точная дата его рождения. Считается, что будущий драматург, поэт и актер родился в 1564 году, в день Святого Георгия, 23 апреля, и умер в тот же день, в 1616 году. По крайней мере, так утверждается. Никаких записей о рождении и смерти не было сделано в те дни. Имеются лишь записи о его крещении 26 апреля 1564 года и о его похоронах 25 апреля 1616 года, и что оба эти события произошли в Троицкой церкви. Однако специалисты до сих пор спорят о месте последнего его упокоения. Некоторые договорились до того, что Уильям Шекспир был на самом деле Эдвардом де Вери, 17-м графом Оксфорда, и похоронен в Вестминском аббатстве, а не в церкви Святой Троицы в Старфорде на Эйвоне. В апреле 2010 года я посещала Вестминское аббатство, где захоронены короли и королевы островного государства. И гид сделал акцент на слухах о двух могилах Шекспира в разных местах, что я хорошо запомнила. Памятник в уголке поэтов в Вестминском аббатстве действительно существует. В 1740 году Шекспир был удостоен такой чести, а в конце века он был не только классиком английской сцены, но и национальным героем.
Чтобы посмотреть дом, в котором родился Шекспир, надо пройти через музей, центр Шекспира, расположенный на улице Хенли в Старварде на Эйвоне. Считается, что Уильям Шекспир родился в этом доме в 1564 году и провел здесь свои детские и юношеские годы. Сейчас это небольшой музей, открытый для публики и популярная достопримечательность не только города, но и всей страны, принадлежащая и управляемая фондом рождения Шекспира. В музее представлены экспонаты, связанные с костюмом, текстилем, декоративно-прикладным и изобразительным искусством, монетами, медалями, социальной историей, медициной, личностями и археологией. А главное, это место упоминается как Мекка для всех любителей литературы, где мы с вами побываем в следующей серии.